Сегодня мы совершим погружение в 5 самых глубоких озер на Земле и узнаем, какие невероятные тайны и уникальные особенности они хранят. Начнем наш путь с чемпиона, с самого глубокого озера на планете. Это Байкал. Его максимальная глубина поражает 1642 метра. Чтобы было понятнее, это как если бы вы поставили друг на друга 5 Эйфелевых башен, и они бы полностью скрылись под водой. Но его величие не только в глубине. Байкал также является самым большим в мире хранилищем пресной воды. В этом озере содержится около 19% всех мировых запасов пресной, озерной воды. Это больше, чем во всех 5 великих озерах Северной Америки вместе взятых. Если бы вдруг вся вода на планете исчезла и остался бы только Байкал, он мог бы обеспечивать все человечество питьевой водой почти 40 лет. Но откуда взялось такое гигантское количество воды? Озеро питают более 300 рек и ручьев, а вытекает из него всего одна – могучая река Ангара. Возраст Байкала – это еще одна его уникальная черта. Большинство озер в мире живут от 10 до 15 тысяч лет, после чего они постепенно заболачиваются и исчезают. Байкалу, по разным оценкам ученых, от 25 до 35 миллионов лет. Это древнейшее озеро на планете, и оно не просто не стареет, а продолжает активно развиваться. Дело в том, что Байкал – это зарождающееся море. Он расположен в рифтовой впадине, где тектонические плиты медленно, но верно расходятся. Берега Байкала отдаляются друг от друга со скоростью около 2 см в год. Через миллионы лет на этом месте, возможно, будет плескаться настоящее море. И он благополучно покинет наш рейтинг самых глубоких озер мира. Ученые считают, что около 2/3 всех видов, обитающих в озере, не встречаются больше нигде на Земле. Они называются эндемиками. Это результат миллионов лет изолированного развития в уникальных условиях. Здесь есть свои губки, свои ракообразные и свои рыбы. Главная звезда озера – это без сомнения байкальская нерпа. Это единственный в мире вид тюленя, который живет исключительно в пресной воде. Как эти морские млекопитающие попали в центр Евразийского континента? На расстоянии 1000 километров от ближайшего океана до сих пор остается одной из величайших загадок науки. Существует теория, что нерпы могли прийти сюда по рекам во время ледникового периода, когда речные системы были более полноводными и, возможно, соединялись с Северным Ледовитым океаном. Как бы то ни было, нерпа идеально приспособилась к жизни в Байкале. Она даже научилась делать в толстом льду специальные продухи, отверстия для дыхания, которые она поддерживает открытыми всю зиму. Другой удивительный эндемик – это рыба-голомянка. Это, пожалуй, самое необычное существо в озере. Ее тело почти на 40% состоит из жира, и оно настолько нежное и полупрозрачное, что на солнце рыба буквально тает, оставляя после себя лишь жирное пятно и скелет. У нее нет чешуи и нет плавательного пузыря. Голомянка – рыба живородящая. Она не мечет икру, а рождает уже живых, сформировавшихся мальков. Причем обитает она на огромной глубине, выдерживая колоссальное давление. Эта рыба составляет основную часть рациона для нерпы и является важнейшим звеном в пищевой цепи Байкала. Ее общая биомасса в озере просто колоссальна. Конечно, есть в Байкале и более привычная рыба, например, знаменитый байкальский омуль. Это деликатес, который привлекал сюда людей веками. Но его популяция в последние годы вызывает у экологов серьезные опасения, и его вылов строго регулируется, чтобы сохранить этот ценный вид для будущих поколений. Теперь приготовьтесь к резкой смене климата. Мы перемещаемся из ледяной Сибири в самое сердце Африки, чтобы взглянуть на нашего номера 2 в списке. Это озеро Танганьика. Оно лишь немного уступает Байкалу по глубине. Его максимальная отметка достигает 1470 метров. Это второе по глубине озеро в мире, а также самое длинное пресноводное озеро на планете.
Его форма напоминает узкий кинжал, протянувшийся почти на 700 километров. Как и Байкал, Танганьика – это рифтовое озеро. Оно тоже образовалось в гигантском разломе земной коры, который является частью знаменитой Великой Рифтовой долины. Это также одно из древнейших озер на планете. Его возраст оценивается учеными от 9 до 12 миллионов лет. За это невероятное время здесь сформировалась экосистема, которая поражает своим своеобразием. Но у этой древности и гигантской глубины есть и обратная, довольно жуткая сторона. Дело в том, что Танганьика – это озеро, которое почти не перемешивается. Его верхние, теплые слои воды, богатые кислородом, практически не смешиваются с нижними холодными и очень плотными слоями. Из-за этого, начиная примерно с глубины 200 метров и до самого дна, вода в озере практически полностью лишена кислорода. Вместо него эти глубинные воды насыщены сероводородом. Фактически 90% всего объема озера – это мертвая зона, где не может выжить ни одна рыба. Вся жизнь кипит лишь в относительно тонком верхнем слое. Но какая это жизнь? Если Байкал – это царство уникальной нерпы и полупрозрачной голомянки, то Танганьика – это мировая столица цихлид. Вы наверняка видели похожих рыбок в аквариумах, но здесь они представлены в невероятном разнообразии. В озере обитает более 250 видов цихлид, и что самое поразительное, 98% из них являются эндемиками. Они не встречаются больше нигде в мире. Это классический пример того, что ученые называют адаптивной радиацией, когда один вид-предок, попав в новую среду, развивается во множество совершенно разных форм. Здешние цихлиды за миллионы лет освоили все возможные экологические ниши. Есть хищники, есть те, кто мирно питается водорослями со скал, есть даже виды, которые научились соскабливать чешую с других рыб. Некоторые из них вынашивают икру и даже мальков во рту, чтобы защитить потомство от хищников. Это настоящий бурлящий котел эволюции, за которым можно наблюдать в реальном времени. Если вам нравится узнавать о таких чудесах природы, не забудьте поддержать наш канал лайком, это очень помогает в продвижении. Танганьика – это источник жизни для миллионов людей, живущих на его берегах. Озеро обеспечивает их питьевой водой и, конечно же, пищей. Рыболовство здесь – это главный промысел. Десятки тысяч рыбаков каждый день выходят на своих традиционных лодках, чтобы поймать рыбу, которая кормит их семьи и идет на продажу. Озеро также является важнейшей транспортной артерией, связывая разные регионы. А теперь направляемся к третьему гиганту в нашем списке. Этот участник самый крупный и, пожалуй, самый обсуждаемый – это Каспийское море. И сразу главный вопрос – что море делает в списке озер? Это не ошибка. Несмотря на свое название и воистину морские размеры, Каспий – это озеро. С точки зрения науки все просто. Море – это часть Мирового океана. Озеро – это замкнутый водоем, не имеющий с ним связи. Каспий полностью окружен сушей, это самый большой на планете замкнутый водоем. Да, его вода солоноватая, но это лишь остатки древнего океана, частью которого он когда-то был. А с точки зрения природы, Каспий – это третье по глубине озеро на планете. Его максимальная глубина достигает 1025 метров. Эта отметка находится в Южно-Каспийской впадине. Только представьте, это глубже, чем высота 3 Эйфелевых башен, поставленных друг на друга. Озеро по своей структуре очень неоднородно, его северная часть в основном мелководна, а вот южная впадина – это настоящий тектонический разлом. Как и Байкал, Каспий может похвастаться своим собственным тюленем. Это Каспийская нерпа. Это еще один уникальный вид, который, как и байкальский собрат, приспособился к жизни в замкнутом водоеме за тысячи километров от ледяных морей, где обитают его предки. Это одна из больших научных загадок, как они сюда попали. Но главное сокровище Каспия – это, конечно, осетровые. Это озеро – настоящий реликтовый парк. Осетр, белуга, севрюга – эти рыбы плавали здесь еще во времена динозавров.
Около 90% мирового вылова осетровых когда-то приходилось именно на Каспий. Сегодня, к сожалению, их популяция находится под угрозой, и их вылов строго запрещен или ограничен. Теперь совершаем прыжок через полмира, в Южную Америку. Нас ждет, пожалуй, самое дикое и визуально ошеломляющее озеро в нашем списке. Это номер 4, известный под двумя именами. В Чили его называют О'Хиггинс, а в Аргентине – Сан-Мартин. Это озеро расположено в самом сердце Патагонии, на границе двух стран, среди гигантских ледяных полей. Это самое глубокое озеро в обеих Америках. Его максимальная глубина достигает 836 метров. Но первое, что поражает в этом озере, это его цвет. Вода в нем имеет невероятный, почти нереальный бирюзовый или молочно-голубой оттенок. Это не оптическая иллюзия. Такой цвет придает озеру так называемая ледниковая мука. Озеро со всех сторон окружено южно-патагонским ледниковым полем, одним из крупнейших ледников в мире. Ледники, медленно сползая, стирают горные породы в мельчайшую каменную пыль. Эта пыль, взвесь минералов, смывается в озеро талыми водами. Частицы настолько мелкие, что они не оседают на дно, а остаются во взвешенном состоянии в воде, преломляя солнечный свет и создавая этот фантастический цвет. Это одно из самых красивых и суровых зрелищ на планете. Само озеро имеет очень сложную пальцеобразную форму. Это, по сути, затопленная ледниковая долина с множеством узких, фьордоподобных рукавов, которые простираются на десятки километров. В некоторые из этих рукавов с грохотом обрушиваются гигантские куски льда, откалываясь от ледников. Это одно из самых малонаселенных и труднодоступных мест на Земле, настоящий затерянный мир. Мы покидаем ледяные фьорды Патагонии и в последний раз возвращаемся в Африку, в Великую Рифтовую долину. Нас ждет номер 5, замыкающий наш список, озеро Малави, которое также известно как Ньяса. Его максимальная глубина достигает 706 метров. Это третье озеро из нашего списка, расположенное в гигантском африканском разломе, и, как и Танганьика, оно поражает своим невероятным биологическим разнообразием. Если Танганьика была столицей цихлид, то Малави – это их целая империя. Ни один водоем на планете, ни одно озеро, ни одна речная система не может сравниться с Малави по количеству видов рыб. Ученые считают, что в его водах обитает от 700 до 1000 видов цихлид. Только вдумайтесь в это число, это больше, чем видов пресноводных рыб во всей Европе и Северной Америке вместе взятых. Подавляющее большинство из них эндемики, они возникли и развивались прямо здесь. Это еще один потрясающий пример эволюционного взрыва. Здешние цихлиды, которых аквариумисты всего мира называют мбуна, отличаются невероятно яркой, почти неоновой окраской. Наблюдать за ними сквозь кристально чистую, теплую воду озера – это все равно, что плавать в гигантском природном аквариуме. Малави – это озеро со стратификацией. Это означает, что его глубинные воды также лишены кислорода и насыщены сероводородом. Жизнь кипит в основном в верхних 200 метрах. Озеро является источником жизни для миллионов людей, живущих на его берегах, обеспечивая их пресной водой и рыбой. Это живая лаборатория эволюции и одно из величайших природных сокровищ африканского континента. Наша планета полна таких невероятных мест, и о многих из них мы еще обязательно расскажем. Если вам было интересно это путешествие, пожалуйста, поддержите наш канал. Поставьте лайк этому видео и обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Спасибо за просмотр и до новых встреч!